Ну что, вот она моя комната, я немножко тут обустроилась. Я думаю, вы видели, что изначально тут был шкаф, кровать и стол с тумбочкой. И в общем, давайте я проведу небольшую экскурсию. Это моя прихожая. Эту вешалку я привезла с собой для верхней одежды. Тут шкаф с одеждой, какие-то еще принадлежности. Второй стол. Вроде бы для того, чтобы есть, но я тут храню все, что мне не нужно. И монитор нужно будет поставить на стол. Кресло для чтения, так как нам нужно очень много читать, и я решила, что в кресле это довольно неплохо читать. Светильники. Тут я расположила рабочий стол с классным видом и растениями. Как же без них? Тут мои суккуленты из сардинии. Тут свечки для уюта и Будда, почему бы и нет. Очень маленькая кровать, я не помню, когда я спала на такой маленькой кровати. И опять же зона моей прихожей с зеркалом и такими полочками для обуви. Наверное, самое главное — это вот эти два крючка для масок и ключей. Дальше следует кухня. И здесь вот ванная. Давайте пойдем в ванную. Там, в принципе, все довольно стандартно, но все же интересно. Раковина, туалет и душевая. Эти угловые полочки я привезла с собой. Тут стандартная такая душ-кабина. Это тоже я привезла с собой. И тут еще одни полки, которые я привезла. И тут, кажется, поселился какой-то бьюти-маньяк. Это не я, ничего не знаю. И тут я храню свой фен. И если кто угадает, для чего я придумала вот эту сетку, получит от меня подарочек. Давайте посмотрим кухню. Ее я делю с еще одной девочкой. Ей повезло немножко меньше. Вот это ее комната слева. И санузел у нее вот тут вот справа. Эти полки я также привезла с собой, так как мне не хватает места. У нас довольно маленькая кухня. Маленькая в смысле вот 2 комфорки и холодильник вот тут справа. И это все. Что еще нужно студенту? Но больше всего мне тут нравится вот эта красная кнопка для забывчивых студентов. Она выключается автоматически, если вы забыли, что вы что-то готовите. Она выключается. Собственно, это моя комната, я всем довольна. И, конечно, то, что мне досталась большая комната с такими большими классными окнами. И у нас есть кухня отдельная. Я вообще действительно всем довольна, потому что есть комнаты, где вот эта вот вся комната вместе с кухней. То есть вот как-то такой вариант, наверное, слишком маленький. Но я это не выбирала, они сами как-то распределяют и присылают предложение только одно. Поэтому загадка, как они делают это распределение. У нас внизу есть прачечная, стиральные машины и сушильные. Стиральная машина стоит 1,5 евро воспользоваться, и сушильная евро. В принципе, нормально, доступно, я бы сказала. Конечно, мне бы тут еще хотелось постелить ковер для уюта. Не знаю, сделаю ли я это или нет, потому что никак не могу добраться до магазина с коврами или купить какой-то секонд-хенд. В общем, пока не доходят руки до этого. Ну и я уже немножко даже обжилась и начала думать, ну и зачем? Потом все равно его куда-то девать. В общем, этот вопрос открытый, пока не настолько актуальный. Но я постаралась сделать ее максимально уютной, без каких-либо особых затрат. Все, что здесь я привезла, это куплено second-hand. Или же я привезла то, что у меня было дома. Как вот эти, кажется, полки для обуви, они стояли у меня в подвале. Поэтому не могу сказать, что это были какие-то затраченные большие ресурсы. И плюс потом я все это могу перепродать или отдать, подарить. Мне очень нравится этот такой вторичный рынок мебели. Я, в общем, кайфую, мне кажется, от этого всего. Вот, собственно и все. У меня есть соседка. Она из Турции, очень милая девочка.
принципе, такой вариант мне очень нравится, что у каждого есть своя комната, но мы вместе встречаемся на кухне. Очень многие мои одногруппники снимают квартиры и живут там по 3, по 4 человека. Но мне почему-то очень хотелось пожить в общежитии. Это была, наверное, моя какая-то незакрытая мечта, и, наконец, она осуществилась. Минус этого всего, что это общежитие, оно не в центре, и довольно далеко добираться куда-либо, но так как у меня есть велосипед, в принципе, не такая большая проблема. Но я уже задумалась, что, может быть, лучше было бы жить в центре, потому что там какая-то жизнь, а тут вокруг природа, птички, что, в принципе, замечательно для обучения, и чтобы никто не беспокоил. Конечно же, не обошлось и без приключений. Когда я только въехала сюда, у меня не было интернета, потому что человек, ответственный за интернет, решил уйти в отпуск. Оказывается, так бывает и так можно. И это на самом деле было довольно большой проблемой, потому что очень многие материалы онлайн, и, в общем, я испытывала некие неудобства. А потом что-то пошло не так с настройкой роутера. В итоге все работает, но это заняло какое-то время и доставило некие неудобства. Уже начались очень интенсивные занятия, очень много текстов к прочтению, и мы готовимся к первой презентации. У нас очень интересное расписание. Мы знаем, когда начинаются занятия, но никогда не знаем, когда они закончатся. Поэтому, да и вообще, завтрак — это самое важное. Зачастую я готовлю овсянку с фруктами, очень вкусно с тертым яблоком и бананом, орехами или ореховой пастой и семенами чиа.